Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов наращивание ногтей. Сегодня мне предстоит поработать с довольно сложной кутикулой, так как кожа рук сухая, в некоторых местах есть ранки, и плюс к этому ко всему еще и близко расположены сосуды, поэтому работать придется очень аккуратно. На ногтях есть остатки старого покрытия гель-лаком. В принципе, покрытие довольно неплохое, учитывая тот факт, что оно было сделано в домашних условиях самостоятельно. Проносилось оно месяц, есть небольшие отслойки, в некоторых местах сколы, но сделано в принципе аккуратно. Вначале необходимо избавиться от старого покрытия и полностью снять остатки гель-лака. Для этого я буду использовать мою любимую керамическую фрезу с зеленой насечкой. Многие из вас писали огромное количество комментариев по поводу насадки с зеленой насечкой. Мол, она очень грубая и ею ни в коем случае нельзя снимать тонкое покрытие, такое как гель-лак, ведь оно травмирует ноготь. Действительно, начинающему мастеру нельзя снимать покрытие гель-лак грубой насадкой, ведь мастер еще не настолько четко понимает, с каким нажимом необходимо работать. Мастер с опытом может снять абсолютно любое покрытие, в том числе и гель-лак, даже самой грубой насадкой, ведь ручка с фрезером уже является, грубо говоря, продолжением руки, и снятие искусственного материала осуществляется без повреждения натуральной ногтевой пластины. Работаю я на максимальных оборотах. Насадка плавно скользит по ногтю и убирает остатки старого материала. В то же время не следует забывать, что движения насадки должны быть полными, сверху вниз, либо справа налево. Отслойки насадкой подрывать нельзя. Часто клиентки, пришедшие от другого мастера, рассказывают, что во время снятия искусственного материала или во время коррекции им было больно. Ногти нагревались, но мастер говорил немножко потерпеть. Так делать категорически нельзя. Сколы и отслойки просто отлетают кусочками. Во время процедуры вы должны обязательно предупредить своего клиента. Если есть какой-то дискомфорт, боль, где-то нагревается, печет, колет, режет, все свои неприятные ощущения обязательно клиент должен говорить вам, мастеру. Во время маникюра не должно быть никаких неприятных ощущений, ведь это не пытки. После перед клиентом раскрываю одноразовый набор, в который входит пилочка, апельсиновая палочка и бафик. Иногда в таких наборах также присутствует щетка для пыли. Пилочкой убираю длину свободного края и зашлифовываю торец ногтя. После бафиком раскрываем чешуйки ногтей. Это можно также сделать обычной пилочкой. Главный нюанс – работать нужно пилящими движениями снизу вверх, либо слева направо. Если ваши движения будут сверху вниз, вы просто будете истончать натуральную ногтевую пластину и не раскроете никаких чешуек на ногте. Убираем пыль. Так как кожа сухая и грубая, наношу размягчающее средство на кожу – ремувер. Ремувер оставляю на 1-2 минуты. Затем также при клиенте открываю крафт-пакет со стерильным инструментом. Переходим к работе с кутикулой. Бумажной салфеткой убираю излишки ремувера, пушером счищаю весь птериги и приподнимаю кутикулу. Наросшей кожи на ногте здесь довольно много. Сейчас на салфетке хорошо видно, сколько ненужности удалось очистить.
Пушером продолжаем аккуратно подталкивать кутикулу и отклеивать ее от ногтевой пластины. Другой стороной пушера топориком аккуратненько проходимся под кутикулой. Насадку веду от центра влево. Так я проверяю наличие склеек и подчищаю остатки птеригия. Затем топориком веду от центра вправо. Также проверяю, нет ли склеек, и дочищаю остатки птеригия. Лопаткой работаем с совсем небольшим давлением на ноготь. Угол наклона инструмента по отношению к ногтю 45 градусов. Теперь немножко доработаем аппаратом. Так как здесь кутикула сухая и толстая, насадку необходимо взять синей насечкой, пламя либо почка. Аппарат включаю на 10 тысяч оборотов. Вначале работаю носиком насадки, затем, плавно передвигаясь к латеральным и боковым валикам, начинаю работать пузиком фрезы. Главное в этом процессе не оказывать давления на ноготь. После обработки всех ногтей аппарат переключаю на реверс и обрабатываю теперь правую половину. Также начинаю с центра и перехожу к правому латеральному и боковому валику. Работая с правой половиной, захват пальчика я меняю. Теперь ручкой пальчик хватаю сверху. Затем, не переключая аппарат, продолжая работать в режиме реверса, я раскрываю кутикулу. Веду насадкой справа налево. Таким образом, кутикула разворачивается. И так я смогу подробнее увидеть, что же необходимо срезать. А вот теперь маникюрными ножничками срезаем все, что смогли развернуть. Так как здесь близко расположены сосуды, я лишь срезаю сухую часть кутикулы, которую я смогла развернуть аппаратом. Таким образом, ваш срез кутикулы будет безопасным. Теперь щипчиками срезаю сухую кожу с боковых валиков. И также аккуратненько срезаю сухую кожу с ранок. После место среза необходимо зашлифовать. Сухую толстую кутикулу необходимо зашлифовывать насадкой шар с синей насечкой. Но так как здесь близко расположены сосуды, я взяла более мягкую насадку – алмазный шар с красной насечкой. Если вы видите маленький заусенчик, который шар не срезает, не топчитесь на одном месте и не старайтесь убрать все сразу. Этот заусенчик можно аккуратно откусить щипчиками, либо в конце, полируя кожу, убрать шлифовщиком. Хорошо натягиваю кожу по бокам, аппарат включаю приблизительно на 8-10 тысяч оборотов и аккуратными поглаживающими движениями зашлифовываю срез. Насадка должна плавать по коже. Если где-то давление вы сделаете больше и насадка запнется на месте, в этом месте будет перепил кожи и ранка. Убираем пыль. Покрываю ногтевую пластину нейл-препом. Затем все ногти покрываю кислотным праймером, ведь во время наращивания желательно использовать именно кислотный праймер. Так как ногти здесь жесткие, использовать я буду жесткую базу. Оставляю небольшое количество базы на каждом ногте, быстрыми хаотичными движениями. Затем, взяв широкую плоскую кисть, втираю базу в ноготь. Таким образом, покрыть все ногти базой удается намного быстрее, ведь вам не стоит бояться, что база затечет на кожу, ведь такая кисть забирает на себя излишки материала.
После базу сушу в лампе. Подбираю нужную по размеру верхнюю форму. Она должна быть немножко шире, чем натуральная ногтевая пластина. Небольшое количество полигеля наношу на край верхней формы. Кисть макаю в клинсер, средство для снятия липкого слоя. Промакиваю кистью салфетку, убирая излишки жидкости, и распределяю полигель по верхней форме. Полигель необходимо распределить таким образом, чтобы с краев и около кутикулы материала было намного меньше. Основная часть материала должна быть в центре верхней формы. Поправляю полигель на свободном крае, прикладываю форму к ногтю и аккуратненько подталкиваю к кутикуле. Но в то же время обратите внимание, что от кутикулы у меня остается отступ приблизительно в 2-3 мм. Таким образом, я предотвращаю затекание материала на кожу. Кисточкой аккуратно поправляю этот переход, ступеньку геля. Сглаживаю гель также по краям, поворачиваю пальчик, поправляю гель под ногтем, чтобы из-под низу также не было большой ступеньки материала. После отправляю сушиться в LED-лампу на 30 секунд. Необходимо лишь, чтобы материал схватился, но не застыл полностью. Затем форму я не снимаю, а поджимаю ноготь, чтобы он имел красивую арочку и не был плоской широкой лопатой. В это время подготавливаю следующий ноготь. Также прикладываю форму к ногтю, немножко подталкиваю к кутикуле, кисточкой распределяю материал, убирая лишнюю ступеньку геля, и снова отправляю в LED-лампу на 30 секунд. После просушки снимаю верхнюю форму с предыдущего ногтя, а на этом ногте поджимаю гель для создания красивой арочки. Сразу делаю следующий ноготь и отправляю сушиться. Таким образом, чередуя каждый ноготь, я зажимаю их для создания арки и формирую следующий. После того, как мы сделали все ногти, перехожу к опилу. Обратите внимание, что при наращивании на верхних формах липкость остается под ногтями. Для создания формы зауженный миндаль вначале я подгоняю все ногти под одну длину, выравниваю торец, затем заужаю боковые параллели от зоны вроста ногтя к кончику и сглаживаю углы в торце ногтя. Пилочку держу под углом 45 градусов. После опила всех ногтей необходимо выпилить ногти из-под низу, убрать ступеньку геля, если она все же есть, и избавиться от ненужной толщины ногтя. Для этого я использую узкую прямую керамическую насадку с синей насечкой. Для того, чтобы во время опила под ногтями не ранить кожу клиента, обязательно оттягивайте подушечку пальца, чтобы не задеть кожу кончиком насадки. После опила переходим к дизайну. Сегодня будет френч. Французский маникюр я рисую с помощью гель-краски и тонкой кисти лайнер. Вначале отмечаю, какой ширины будет полоска френча, затем завожу правый усик, проводя линию к этой наметке, и левый усик также рисую к этой наметке. Длинной кистью лайнер очень удобно рисовать френч. Кисть рисует абсолютно сама, лишь с вашей помощью. Затем закрашиваю свободную часть френча. Сушу гель-краску в лампе 30 секунд. После мы решили добавить фольги с эффектом кракелюра. Так как на ногте липкости нет, а для того, чтобы перепечатать фольгу, она необходима, на ноготь я наношу бескислотный праймер Ультрабонд. Наношу тонким слоем. Ультрабонд сохнет на воздухе приблизительно 5-10 секунд. Затем беру фольгу и матовой стороной прикладываю к ногтю. Так как Ультрабонд имеет остаточную липкость, фольга перепечатывается без проблем. Затем на ноготь я добавляю небольшой узор, прямые линии и небольшие завитушки. Рисунок я делаю черной гель-краской. Если вы будете рисовать гель-лаком, цвет будет не настолько насыщенный, и сделать тонкие линии все сразу, чтобы краска не растекалась, будет тяжело. Просушиваю в лампе. Все ногти покрываю глянцевым топом. Там, где есть рисунок, можно сделать дополнительное выравнивание топом. Также запечатываю торцы. После просушки беру скраб для рук и хорошенечко делаю массаж своей любимой клиентке. Такая процедура обязательно вернет клиента к вам, так как, повторюсь, от такого удовольствия тяжело отказаться. Во время массажа пальчиков движения должны быть сверху к кончику. Обязательно массируйте каждый пальчик.
Остатки скрабирующего средства протираю влажной салфеткой. После на ручки нанесла увлажняющий крем. И можно смотреть на результат. Ручки преобразились. Фольга переливается невероятно красиво. Также удалось избавиться от столь большой налипшей кутикулы. Надеюсь, видео вам понравилось. В комментариях можете писать, какой эксперимент с ногтями вы хотите, чтобы я сделала. И я попробую это осуществить. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Дальше больше. Пока-пока.